Mercedes ML в 164 кузове. Сегодня у нас замена лампочки в пепельнице. Хотя пепельницей назвать ее нельзя, так как у нее вот эта вот часть, где обычно используется для пепла, она несъемная. То есть тут лежит такой резиновый коврик. Производитель даже нарисовал значок, что курить нельзя. То есть она больше используется такая для мелочевки, для разной. Ладно, не об этом. Чтобы нам ее снять, нам надо открутить вот этих два торакса по краям с одной стороны и с другой стороны ключиком на Т20. Откручиваем вот эти вот данные болты и вытаскиваем, будем называть ее пепельницей. И вытаскиваем эту пепельницу. Итак, мы сняли так называемую пепельницу. В принципе, там ничего сложного нет. То есть выкручиваем вот этих два торакса, вот этих, и просто на себя вытаскиваем. Потом отключаем вот этот разъем. Все, этот данный девайс у нас в руках. Много очень видео в интернете, и, по-моему, не знаю, один, как говорится, дурак показал, все повторили, пытаются снимать сам прикуриватель для замены лампочки. Нажимая тем самым вот на эти штуки, то есть царапая все вокруг. Ну, не знаю, это куча надо нервов и везения, чтобы тут как-то все аккуратненько сделать. На самом деле можно сделать все гораздо проще. Можно, в принципе, снять эту декоративную накладку, дабы не поцарапать. Она просто снимается вверх. То есть просто ее вверх тянете. Она на защелках. Можно отложить в сторону. Итак, я хочу поменять, даже показать способ, наверное, как разобрать данную пепельницу. Другим методом, не через прикуриватель. Все гениально и просто на самом деле. Для этого нам надо будет для начала вот эту шестереночку снять. То есть она на защелке. Потом тут защелка. И с этой стороны защелка. Сейчас покажу, как дальше разобрать корпус пепельницы. Для этого, как я уже говорил, нам надо сначала снять вот эту вот шестеренку. Снимаем. То есть вот тут два уса. Нажимаем их. Она очень довольно легко там сидит. То есть это отвечает за плавность хода, открытия. Потом переворачиваем. То есть вот с этой стороны у нас шестерня стоит. Переворачиваем. Приоткрываем вот эту часть пепельницы. У нас появляется тут защелка, которая ходит вот по этой салазке. Она очень мягкая, нажимаем на нее, то есть без усилия, без всякого. Все, освободили эту сторону. То есть вот тут она ходит, нажимаем, переворачиваем. И с этой стороны имеем тоже такой вот фиксатор. Вот тут вот. Нажимаем и высовываем саму пепельницу. Все. Там сейчас выскочит такой пружинный барабан, который как бы ну, вытаскивает ее саму. То есть она потом очень легко вставляется. Я сейчас потом все покажу. Проблем с этим нету. Да, забыли разъем. Отключаем разъем от прикуривателя. Все, вытаскиваем, освобождаем. Вот он, тот самый барабан ленточный. Потом покажу, как обратно все собирать. Все, освободили корпус. Все, никаких проблем нету. Дальше, чтобы снять сам прикуриватель, переводим его как бы вот в верхнее положение, чтобы вот этот язычок оказался вот в такой канавке. И чуть-чуть отодвигаем назад. Вот. Я думаю, что видно. Это для того, чтобы освободить его спереди. Дальше подцепляем отверткой. Освобождаем от защелки. Тут как бы две, с этой стороны и с этой стороны защелочка. То есть поддеваем отверткой аккуратненько, поднимаем вверх и то же самое делаем с другой стороны. Сейчас надо
покажу чуть-чуть. Вот это должна быть у нас внизу и сдвинута вот так вот назад. Придерживаем ее пальцем, потому что нам она не даст вылезти отсюда. Отстегиваем вот эту защелку и вот эту защелку. Можно с той стороны, можно с этой, без разницы. Все, освобождаем, вытаскиваем. Все, у нас вот он корпус. Не надо мучиться тут, ничего разбирать. Абсолютно ничего не надо. Как снять сам патрон с прикуривателя? То есть он как бы у нас вот тут контакты, то есть к нему не подходит ни проводов, ничего. Он на усиках, у него питание приходит по вот этим контактам. Нажимаем на них, то есть вот на сам патрон нажимаем как бы. То есть вот видно, да? Нажимаем, просто тем самым приподнимая переднюю часть патрона и отверткой вытаскиваем вперед. Все. Патрон освободили. Меняем лампочку. Чтобы поменять лампочку, вот этот корпус, он как бы расстегивается. Меняем лампочку и ставим, собираем в обратном порядке. Сейчас покажу, как все вот это дело обратно собрать. Итак, поменяли лампочку перегоревшую. Корпус вот этого патрона, он как бы раскрывается как ракушка. Дальше берем многострадальный прикуриватель, который пытаются все ломать. Вставляем обратно патрон. То есть сначала заводим его туда как бы вверх. Задвигаем, вставляем, защелкиваем. Сейчас мы отверточкой подцепим, посадим на свое место. Все, сидит. Проверяем, чтобы у нас вот эти вот контакты прикасались. Если нет, то можно их поправить, подогнуть. Да, кстати, можно подогнуть немножко. Ну, хорошо сидит. Все, теперь тут контакт у нас есть. Отлично. Патрон застегнули. Все, теперь собираем все в обратном порядке. Заводим сюда, защелкиваем одну сторону. Вот этот надо как бы немножко назад туда подавать, чтобы он сидел вот в паз. И защелкиваем вторую защелку. Все. То есть он у нас на месте. Теперь берем сам корпус и вот этот ленточный барабан. Свешивается он, то есть цепляется. То есть понятно, да? Вот его повесили. Все, он тут ничего не фиксируется, просто такой висит. Вот он. В ответной части, то есть тут тоже фиксации никакой нету. То есть вот он, то есть он получается как бы сюда вставляется и вот тут держится. Разъем потом оденем. Все, заводим корпус сюда. То есть у нас сейчас защелкнется здесь защелка и здесь защелка. Вот там вот видно, барабан садится на место. Вот это вот, которая
от прикуривателя. Я туда немного нажимаю и защелкиваем. Все. То есть у нас вот она, защелка села. И тут фиксатор. Тоже вот он сел. Все это у нас все работает. Подключаем разъем, который идет на сам прикуриватель. И устанавливаем шестерню. Все, установили разъем. Все на месте. Все работает. Но у нас сейчас еще вот не стоит шестерня, которая отвечает за плавность движения. То есть так называемый микролифт. То есть как бы он сейчас все работает, но как в старых Жигулях. Ставим обратно шестерню. Тоже все очень просто. То есть у нее таких два фиксатора. Вставляется у нас внутри. То есть вот так вот видно. Вот. Все вставили и нажимаем. То есть она защелкивается и фиксируется там. Сейчас отверткой поправим. Все. Шестерня на месте. Все работает. Все открывается. Устанавливаем обратно на машину. Декоративную накладку можно поставить после, она будет мешать прикручивать торексы. Кстати, тогда можно даже перед снятием самой пепельницы для начала снять декоративную вообще, чтобы она не мешалась. Почему бы и нет. Все, устанавливаем машину, проверяем. Я думаю, что так проще и быстрее с помощью одной отвертки и ключа торекс. Меняем лампочку. Не надо ничего тут пыхтеть, ломать, царапать. Разобрали, лампочку поменяли, собрали, все счастливы, довольны. Вот, сейчас поставим на машину и уже покажу в собранном виде все это дело. Все, поставили обратно пепельницу, прикрутили, поставили декоративную накладочку обратно, подключили разъемы все, проверяем. Все светится, все включается. Повторюсь, сюда можно поставить светодиодную лампу. Компьютер не будет давать никаких ошибок, любого цвета, как кому нравится. Ну, желтая больше, потому что и в подстаканниках в принципе желтая. То есть, как бы, да и в принципе стилистика у них все лампочки более желтые. То есть, как бы, не вижу смысла ставить одну сюда, допустим, белую. Чтобы прям было ярко, тут для чего, ну, каждому свое. По итогу, я считаю, что проще вытащить корпус и разобрать. Там на самом деле ничего сложного нет, я уже показал. Нежели пытаться вот тут вот ломать ушки, царапать все. То есть вытащили, разобрали, лампочку поменяли, обратно всунули. Все, времени, ну, если ты не на опыте, минут 30 надо. Если ты уже там хоть раз побыл, на самом деле ничего сложного, все гениально и просто. Надеюсь, хоть кому-то видео это помогло. Если понравилось, ставим лайки. Значит, я понимаю, что не зря стараюсь, снимаю все эти видео. Вот. Какие-то еще видео о ремонте можно найти у меня в моем профиле. О, мама, это украдение строптивых, среди ангелов он без.